Привет, дорогие друзья, с вами канал Рисовый борщ. И сегодня у нас на повестке корейская еда. Вот это показывает, как делается лапша. Вот это то, что я заказал. Сейчас пойдем с тобой еще посмотрим меню. Вот это вот то, что я заказал, это лапша. Она острая, с морепродуктами. Морепродукты жарят на сковороде и потом заливают этим бульоном. Бульон очень острый, и тебе постоянно хочется его. Раз в месяц точно я его ем. Взяли вот маленькую порцию, потому что порция огромная. Ну, еще заказали мини-порцию тангсуюк. Тангсуюк – это мясо в кисло-сладком соусе, оно еще и в панировке. Нам принесли это мясо, вместе с соусом идет. Здесь можно либо вмакать в соус, либо соус уже вот на все вот это вот залить. Но мне нравится больше макать, потому что если ты заливаешь, оно не такое хрустящее. Кимчи, желтая редиска, она такая кислая. И лук. Лук прям свежий. Лук естся вот этим с черным соусом. Хотел вам еще рассказать немножко про историю этого блюда. История этого блюда переплетается тесно между тремя странами. Это Япония, Китай и Корея. В современной истории это больше, наверное, Китай и Корея, чем Япония, потому что придумал его китайский иммигрант, который жил в Японии. Он хотел накормить студентов китайских, и он работал в ресторане, там, где оставались остатки нарезанных морепродуктов, овощей. Он это все обжаривал и заливал потом бульоном, который варился на куриных костях. В 19 веке оно перекочевало в Корею уже. Корейцы спустя какое-то время, чтобы более подходило им по вкусу, начали добавлять туда перец. И бульон уже становился более красным, вот таким вот. И острым. Вот такая вот история этого блюда. Я все съел, но посмотри на меня. Это очень остро. Если ты очень уверен в своих силах, то бери уровень острости номер 3. Очень остро. Рот горит просто. Ну ничего. Сейчас что-нибудь еще съедим и станет получше. После следного обеда я решил зайти в супермаркет и закупиться продуктами домой. Хочу показать вам цены на сегодняшний день во Вьетнаме. Сегодня 27 сентября 2025 года. Прилавки полны всего. Это баночки по 320 миллилитров. Цена 9400 долларов. Вот зубная паста Colgate. 225 грамм. Цена 42 тысячи. Шампунь Head and Shoulders. Я его снимаю, потому что он в каждой стране есть. Объем 850 миллилитров. 20 умножить на 17, 3 в одном. Это получается 20 пачек, да. Вот эта цена. Вот чай из артишока. 20 пакетиков по 2 грамма. Всякие вкусняшки. Сухой осьминог продается. Вот это вот бутылка нарисована, типа закуска для вина. Это мясо, сухое мясо буйвола с перцем. Вот, а вот это сухое мясо коровки. Бедная коровка. Всякие орешки. Ореха будешь? Фисташки будешь? Фисташки будешь? Фисташки будут. Макка. Не знаю, что это за бренд Макка, но вот цена 197. Макка иногда сложно есть, если вот видите, прорезь делают между самим орехом, чтобы вот так взять и расколоть. Внутри должна быть такая железная штучка, которая поможет расколоть. Она уже вот в пакете идет. Но бывают такие, что они вот вообще не расколоты. И непонятно, как их раскалывать. Вот смотрите, например, вот этот вот. Будет расколоть сложновато, потому что раскол очень маленький.
Вот это вот целых 2 отдела для лапши. Вьетнамцы очень любят лапшу быстрого приготовления. И у них не только лапша, а есть еще и каша в пакетах. Каша для детей, каша для взрослых. Это вообще завезенная лапша из Кореи. Не знаю, есть в вашей стране вот эта вот лапша или нет, но здесь она продается сегодня 17 500. Вот эта вот лапша у Вьетнаме, наверное, самая знаменитая. В нее добавьте немножко перца и немножко лайма. Как я говорил, в Вьетнаме много всякой лапши. Вот тут даже рисовая лапша, видите, продается рисовая лапша. Фобо. Фобо, знаменитый вьетнамский фобо. И со вкусом курицы еще фо. Тут даже есть фо для вегетарианцев. Макароны вам помогут сравнить цену с вашей страной. Вот 200 грамм вот таких вот макарон. Стоит вот столько-то. 200 грамм вот таких макарон стоит вот столько. А вот молочко. 950 миллилитров стоит вот 41 200. Фудкорт в этом большом супермаркете. Напитки, походу, они вот здесь делают. Бумага, рисовая бумажка. Они добавляют туда специи, перец, соль и кушают как чипсы. Вот это вот хот-поты. Ты заказываешь вот такую вот штуку одну, видишь, что внутри, вот здесь внутри потроха. А вот это с морепродуктами. Вон, вижу краба, вижу креветок. И к этому вам дается кастрюля, в которой вы сами все готовите. Всякие кимпабы, лапша жареная, это соусы, которые вы можете добавить туда. А вот это вот лапша. Она ждет, чтобы в нее залили горячий бульон. Сосиски жарятся на горячем камне. А женщина что-то выбирает сегодня покушать на обед. Вот это вот полная целая курица вот продается. Ну или половина курицы. Непонятно. Очень удобно. Пошел в супермаркет, закупился, покушал. И довольный. Вот даже курица жареная есть. Бабушка с дедушкой на свидании. Выбирает себе, что поесть. Вон, берите вот этот сет. Огромный просто. На всю деревню. Дуриан. Кстати, отсюда не пахнет. Отдел суши. Выбирают. Вот это всякие салатики. Сушеная рыба, кальмарчик. Это куриные крылышки. 500 грамм стоит вот 57 900. Это цена на окорочки. 57 900. Дальше идет мясной отдел. Мясной отдел. Вот это говядина. Красная такая. И немножко посветлее это уже свинина. Знаете, что вам? Вот, например. Бекон, да? Бекон называется. Цена за килограмм. Во Вьетнаме продается очень-очень много всякой зелени. Вот моя любимая. Вот это вот очень вкусная зелень. Вот это я знаю, как называется. Это сельдерей. Сельдерей получается 578 грамм. Стоит 19 тысяч. Вот это мышечный отдел. Вот багеты. Вот такой вот большой багет на 200 грамм стоит 3800. И очень жаль, что в Вьетнаме нету очень мало разновидностей черного хлеба. Он какой-то коричневый. Он не черный совсем. Ладно, пойдем на выход расплачиваться. А перед тем, как расплачиваться, еще покажу вот этот отдел вам. Это вьетнамские вкусняшки. Вот эта вот штучка очень вкусная, запомните ее. Вот это тоже рассыпается во рту с орешками.
А, и вот это вот еще. Но с кунжутом. Тоже вообще классная штука. Я думаю, что многие из вас не пробовали это, так что попробуйте. Хочу вам показать еще одно очень вкусное блюдо, связанное с рыбой, в местном ресторанчике. Видите, пластмассовые стульчики, все мусор бросают под ноги. И вот такое вот блюдо. Это называется банькань калав. Калав — это название вот этой вот рыбы. А я заказал вот такой вот кусок рыбы. Подается она вместе с овощами. Зелень, она немножко горькая. А вот это капуста. Вот эта порция стоит 35 тысяч лянгов. Это яйцо курицы. Оно домашнее, поэтому вот такого небольшого размера. Добавляем туда яйцо. Нужно его полить чуть-чуть. Или даже вот так вот сделать, чтобы оно там внутри и сварилось. Добавим сюда лимончика. Чуток перчика. Здесь рисовая лапша. Она очень толстая. Ее прям здесь делают. Вот, смотрите, она не такая тонкая, как в других блюдах. Бунбон, например, где я вам показывал. И вот это вот кусок рыбы. Большой и вкусный. Давайте пробовать. Сделать себе соус под рыбку. Вот специальные такие вот чашечки, чтобы мы заливали туда соус. Я буду кушать рыбу с рыбным соусом. Рыбный соус, видите, уже острый, с перцем. Так, закроем, чтобы не пахло. Приятного аппетита. Макну кусочек рыбы. Рыбка очень мягкая. У нее есть кости маленькие, но немного. В этом куске мне вообще повезло, их нету. Добавляем зелень сюда. Капусты обязательно. Побольше зелени. Пока зелень нагревается, я съем вот этот вот желток. Когда кушаешь лапшу, есть такое чувство, знаете, такое полноты. Типа, рот заполняет лапша, и у тебя вот это вот чувство от того, что бульон вязкий обволакивает все твое небо и язык. Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. И в следующем выпуске я планирую поездку в другой город, в горном районе. Очень красивый город. Постараюсь вам снять там много вкусной и разной еды. Так что до следующего выпуска.